Потом выходят на пенсию и получают 30%, там, 35% от своей нету зарплаты, то есть и говорят, что и к тому времени как раз цены подорожают, там, опять в 2 раза. Многие не знают, что можно купить квартиру и со 2-го года свои налоговые преимущества получать в месячном эквиваленте. Пришел финансант и говорит: дорогой работающий человек, давай договоримся, завтра ты будешь на 500 евро больше получать нетто. Если вдруг что-то случится, в интернет не постучишь и не скажешь, что давайте мне платите. То есть раньше решал человек, сейчас решает машина, то есть решает компьютер, решает система. Клиентка 17 раз решила перефинансировать свой приватный кредит, но потом мы где-то 3-4 месяца действительно чистили, в шуфу писали, почистили, профинансировали. Привет, Иван. Привет, Оксана. Спасибо, что ты согласился записать 2-ю часть, потому что очень странно, но мы в прошлый раз не успели даже половину вопросов, которые были на листе, обсудить. Так глубоко мы пошли в тему. Кто не видел еще прошлую часть, я немножко озвучу, что мы успели обговорить и что мы успели выяснить для наших слушателей, но получили еще больше вопросов. Мы успели обсудить, что, оказывается, в Германии обязательное медицинское страхование, которое существует, имеет возможность себя оптимировать. Что это значит? Что мы можем, во-первых, выбрать, в какой из страховок мы хотим быть застрахованы, даже если это gesetzliche Krankenversicherung будет оставаться, чтобы получать больше бонусов, либо мы можем при возможности, если мы стали предпринимателем, либо зарабатываем больше 69 тысяч, поменять на приватную страховку, таким образом оптимировать свой бюджет не только с налоговой базы, а еще его в живом виде, да, то есть сэкономить достаточно большие суммы, но получить намного больше услуг от тех же врачей. Да? Это было немножко шокирующе для многих, но мы это выяснили. Также мы затронули немного тему, связанную с финансированием, да, почему очень важно или в каких случаях важно или есть смысл встроить как Baustein, да, как часть финансирования, допустим, Bausparvertrag, что это очень выгодно с налоговой точки зрения, и клиенты, особенно предприниматели, либо те люди, которые сегодня зарабатывают много и переживают, что вдруг в будущем я не буду так много зарабатывать, могут себе уже зарезервировать процентную ставку вплоть от 0,95 до 2,45. Вот. Я бы хотела сегодня, если можно, начать с той темы, что в Германии, инвестируя в недвижимость, так как у нас блог все-таки о недвижимости, в Германии, инвестируя в недвижимость, можно выбрать несколько концептов. Да? Первый концепт, мы его достаточно детально тоже в предыдущем видео прошли, это концепт, в котором есть компания, как ДФК Групп или подобные компании, которые перенимают полное управление, перенимают вообще вот все, что может в объекте произойти, перенимают полную ответственность, включая даже за Wohngebäudeversicherung, если там что-то в квартире сгорит, поломается, они этим всем занимаются. Да? Клиент полностью обезопасен, что объект будет построен хорошо, что бы ни случилось внутри квартиры, он будет получать свою аренду. Но даже брав интервью у главы компании, который этот концепт разработал, мы выяснили, что единственное, что не застраховано, это человек сам. Да? Если главный добытчик в семье, не дай бог, не сможет работать, да, можешь немножко 2 слова сказать в этом направлении. И второе, если клиент говорит: окей, пассивный доход или пассивная инвестиция мне супер интересна, я это уже сделал, но я хочу купить какой-то домик, допустим, на нашей улице, который для моих детей в будущем был бы интересен, хочу сам управлять. И меня завалили просто вопросами, когда клиент узнал: окей, если я возьму хорошую страховку, где я себя полностью обезопашу, там сгорит, затопит и так далее, это, оказывается, можно еще на жильца переложить. Давай, пожалуйста, с этих 2 тем начнем. Начнем с первой темы. То есть за мои 25 лет, к сожалению или к счастью, у меня было немного случаев, но были случаи, когда не только главный добытчик, то есть или не только главный, там, к примеру, мужчина. Было всегда так принято, что мужчина зарабатывает деньги, женщина сидит дома, ничего не зарабатывает. На сегодняшний день, то есть, как правило, хотя бы на тальцайт, хотя бы на полставки женщины тоже работают. Поэтому первое, то, что касается страхования, то, что касается защиты жизни, то есть это страхование жизни, то есть и также так называемая Berufsunfähigkeit, то есть это если человек станет неработоспособным именно в той профессии, в которой он сейчас работает. К примеру, он сейчас айтишник, потом он не сможет концентрироваться долго, то есть и он станет, к примеру, бусфаром, как бусфаром он будет зарабатывать, то есть как водитель автобуса он будет зарабатывать в разы меньше, чем, допустим, когда он работал в IT. То есть поэтому вот это так называемая Berufsunfähigkeit, это как раз-таки страховка от
того случая, что если человек в той профессии, в которой не то, что он вообще не сможет работать, а именно в той профессии, когда он не сможет работать, чтобы он получал так называемую берусунфähigkeit-ренту, то есть пенсию до своей нормальной пенсии, и как раз-таки эта пенсия примерно будет вот эту разницу покрывать, что он устроится куда-то на другую работу, соответственно, будет получать меньше денег, но там вот эти 1000 там, или 2000 ему, которые не будут хватать, то есть это будет выплачиваться страховка. Но здесь важный момент, это нужно делать не только на мужчину, а также и на женщину, потому что очень многие женщины работают на полную ставку, то есть зарабатывают хорошие деньги, или хотя бы на полставки работают, но тоже зарабатывают хорошие деньги. И если вдруг она не сможет работать, то есть вот эти 2000 там, или 1500, которые она нетто зарабатывает, соответственно, то есть это будет очень большая дыра в бюджете. Теперь второе, то, что касается Wohngebäudeversicherung, то есть здесь я со многими насчет этого, то есть не то, что спорю, но пытаюсь людей убедить и не сдаюсь. Почему? Потому что, то есть очень многие почему-то машину свою страхуют, к примеру, там за 2000 в год, делают фолькаску или даже за 2500 в год, а Wohngebäudeversicherung делают через интернет, через так называемые Vergleichsportale, то есть они думают, что они выбирают самое лучшее. Нет, они выбирают, как правило, не самое лучшее, а самое дешевое. И платят за Wohngebäude там 500 или 800 евро. То есть, но дом стоит 500 тысяч, машина стоит там 20 тысяч. То есть, поэтому здесь вот это соотношение, то есть оно уже неправильно. Поэтому, и тем более, как мы это на последнем термине или на крайнем термине или на записи выяснили, что это umlagefähige Kosten. То есть эти деньги, которые платятся за Wohngebäudeversicherung, то есть за страховку на дом, их можно полностью, zu 100%, то есть на 100% перекладывать на людей, которые, то есть на моих митеров, то есть люди, которые арендуют мою квартиру. У меня одна клиентка просмотрела наше видео предыдущее, когда ты об этом сказал, и она позвонила прямо и начала возмущаться, говорит: Оксана, ты не поверишь, я в интернете выбрала самую дорогую страховку, но оказалось, у нее было не покрыто так называемое полностью Elementarschäden. Стихийные бедствия. Да, при том, что она оплатила максимальную страховку, но из-за недостаточного знания, да, из-за того, что в интернете ее недостаточно хорошо проконсультировали, она хотела, она думала, я заплачу, и все, я от всего застрахована, дайте мне самую дорогую. Но оказалось, Elementarschäden было так сформулировано, что не застрахована на 100%, и сейчас она судится, да, были большие дожди, и немножко запила. Можешь вообще сказать, что такое Elementarschäden? И если клиент сам управляет концептом, параллельно, да, как он может себя обезопасить? Wohngebäudeversicherung, то есть страховка на дом, она, это можно сравнить с Kfz-Versicherung, то есть со страховкой на машину. То есть есть Teilkasko, есть Vollkasko и есть простая Haftpflicht. То есть то же самое и с Wohngebäudeversicherung, то есть есть много тарифов, даже если делать самый дорогой тариф, но делать Elementarschäden, то есть это так называемые стихийные бедствия, которые, к примеру, Гамбург, Нидерсаксен, то есть это Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, то есть эти, особенно Гамбург, если мы возьмем, то есть мы живем на воде. То есть многие про это почему-то якобы не знают, но на самом деле, то есть если мы возьмем Гамбург, то есть у нас здесь очень много подводных рек, так называемых. То есть что такое стихийные бедствия? Стихийные бедствия, то есть это так называемые оползни, или когда земля проваливается, то есть потому что вода, подводные реки текут, земля начинает проваливаться, то есть и дом обваливается. Или, допустим, сильные наводнения или сильные дожди. В Гамбурге такое уже несколько раз было, то есть и что интересно, что люди, которые заключают в интернете, еще раз, там нету бератунга. То есть там делаешь клик, много понакликал, дорого платить. Потом делаешь клик-век, тогда дешевле платить. И люди думают, что они классно сделали. То есть очень-очень аккуратно с этим обращаться. Почему? Потому что если вдруг что-то случится, в интернет не постучишь и не скажешь, что давайте мне платите. То есть они скажут, вот смотрите, вы тогда 10 лет назад или там 8 лет назад вы сделали клик, вот здесь сделали, а вот здесь клик не сделали, и все. И процент вероятности того, что я там с ними, у них очень хорошие юридические отделы, процент вероятности того, что я их выиграю, то есть даже наняв адвоката и буду я с ними судиться, то есть у них там 50-150 адвокатов, то есть чем больше компания, тем больше там адвокатов, юридические отделы очень хорошие, то есть поэтому ничего я там не выиграю. То есть поэтому обращаться лучше к специалистам, чтобы специалист хотя бы рассказал, что вообще есть. Elementarschäden. Да, и Elementarschäden, или что входит в Elementarschäden, потому что Elementarschäden, еще раз, Wohngebäudeversicherung, раньше она была как обязательная, если я беру кредит, сейчас она вообще не обязательна, то есть даже банки сейчас это не спрашивают, потому что они говорят, окей, вы берете это на свой страх и риск,
То есть, и если вдруг что-то случится, то есть, и вы сделали какую-то дешевую, или вы сделали дорогую, вы выбрали самую дорогую страховку, но не сделали вот эту фолькаску, то есть не сделали элементар шейден. Ну, элементар шейден можно и частично застраховать, да, страховые компании, вот как мы в прошлый раз за зубные услуги разобрали, да, есть слова, которые вроде бы звучат 100%, зубные услуги включены, но на самом деле это включена только работа врача, к примеру, да, а то, что если ты хочешь сделать хорошую коронку или хороший материал взять, материал взять, то ты должен полностью сам платить. Есть ли какие-то, может, маленькие вещи, которые бы уже нашим клиентам помогли, где бы ты сказал, вот на это обратить внимание? Конкретный пример, то же самое, так называемый робрух. То есть труба лопнула. Есть робрух, когда труба лопается в доме, есть, когда она лопается не в доме, а где-то в другом месте, или забивается. То есть, к примеру, труба забилась, и потом в доме начинает вода идти назад. То есть это так называемый тоже элементар шейден. То есть почему? Потому что попали листья в канализацию, еще что-то в этом роде. То есть и канализация нормально не работает. Люди были как раз дома, было очень-очень много дождей. То есть и они приходят домой, и у них там с унитаза, с ванной, то есть вся вот эта вода, водичка, то есть которая грязная, то есть она пошла в дом. То есть это невозможно представить, что там в доме творится. То есть потом это ничем не очистишь, ничем не отмоешь, то есть весь ламинат, весь тепих, это все надо выкидывать. И, допустим, вот эти какие-то мелочи, которые люди делают себе страховку, то есть дополнительный элементар шейден, а, к примеру, это не делают клик, то есть не застраховывают, то есть это уже приводит к многим-многим тысячам евро потерь. Или же, допустим, робрух, то есть где там написано в условиях, то есть я читал в одной страховке, то есть тоже вроде страховка не дешевая, но они говорят, саму трубу мы оплатим, а фольгишейден, что такое фольгишейден? То есть это значит, что все, что от этого, потому что там вода начала сочиться в стену, от стены она перешла в эстрих, то есть вот этот так называемый жидкий бетон, или как он там, плавающий бетон, то есть, и потом пришлось это все выбивать, то есть стену нужно было полностью менять, то есть нужно было эстрих, то есть это тоже десятки тысяч евро люди потратили, то есть трубу им оплатили, да, то есть труба стоит 500 евро, то есть а фольгишейден не были оплачены. То есть поэтому здесь я советую все-таки делать это в компаниях, которые, во-первых, на рынке больше 100 лет, к примеру, одна из таких компаний, с которой мы сотрудничаем, то есть Generali, то есть и они сразу говорят, что мы делаем так называемый оптималь-пакет, mit так называемый Leistungs-Update-гарантии, то есть даже то, что мы сейчас сделали, и даже если потом когда-нибудь будут какие-то новые гефары, то есть, к примеру, что дрон упадет на мой дом, потому что раньше про это никто не говорил, на сегодняшний день такая вероятность может быть, потому что он летел куда-то в одно место, а его там сбили, и он прилетел на мой дом. То есть это не застраховано. То есть, к примеру, в Generali Versicherung, то есть это застраховано. То есть почему? Потому что то есть все апдейты, то есть все, что может быть, когда это будет когда-то там через 10 лет, то есть это сейчас уже можно сделать так называемая Leistungs-Update-гарантия. То есть что это значит? Что если что-то придет в будущем, то есть там это будет застраховано. Поэтому я рекомендую компании, которые хорошие, которые давно на рынке. То есть и если, к примеру, многие говорят, да, ну дорого, там дорого, здесь дорого. То есть если делать все в одной компании, и делать так называемый оптималь-пакет, то есть можно до 30%, то есть у нас есть компетенция, до 30% у них получить скидку, и тогда это и недорого, то есть и хорошо застраховано. Окей. Да, это очень важно для наших клиентов, потому что, еще раз повторюсь, в рамках предыдущих видео, которые мы брали интервью у хозяина компании или у владельца компании, который разработал так называемый возможность пассивно инвестировать в недвижимость. И многие наши клиенты, которые это делают, они делают это из-за того, что хотя бы один раз они столкнулись, где они купили сами объект, и не зная или не владея информацией, застраховали его не полностью, да, хотя, еще раз, да, проведем черту. Если уже человек сам управлял объектом, почему они обожглись? Потому что они не думали о том, что, взяв хорошую страховку с хорошим специалистом, предположим, она может даже не дороже стоить, то, что мы выяснили, но будет полностью покрывать множество случаев, да, если там
забьется, прорвет, затопит, Да, да, оползень будет, да, да, дрон да. упадет, да, Да. полностью застраховано. Люди, не владея информацией, даже не надо больше денег инвестировать для того, чтобы себя обезопасить. Да? Поэтому, опять же, вернемся к тому, что если концепт клиент разрабатывает сам, инвестирование, концепт покупки, стратегию, как списывать налог, то очень важно иметь всех специалистов. Да? Да. Специалистов в области финансирования, специалистов в области страхования, потому что это очень-очень важно, и разработки самой концепции, чтобы с налоговой точки зрения посмотреть, как это можно все сделать. Особенно предприниматели. Да? Благодаря последним 3 видео нормальный предприниматель, который это посмотрит, может понять, окей, для чего мне стоит инвестировать, допустим, в квартиру, да? Выбрать для себя, хочу я инвестировать с беззаботным концептом, где я спешу, допустим, благодаря покупке квартиры там 20-30 тысяч. Мы сейчас, между прочим, с тобой можем один пример привести, с которым мы столкнулись в совместной работе буквально неделю назад, где наша клиентка, она не предприниматель, она ангештельте, но зарабатывает 200 тысяч холостая. И эта клиентка решила завести ребенка. И выяснилось тот факт, что если она как семья, она одна, зарабатывает больше 170 тысяч, то ей не оплачивают все как это? Киндергельд. Не киндергельд, Эльтернгельд, да? да. И только благодаря тому, что есть возможность и время еще, она уже оптимировала налог с помощью недвижимости, что мы просчитали, ей выгоднее купить 1 или 2 еще квартиры, оптимировать свою налоговую списать базу. уйти меньше, чем 170 тысяч, чтобы у нее было совершенно санком, и тогда она будет получать Эльтернгельд, да-да, а до 170 тысяч, то есть многие тоже про это не знают. Многие говорят, что я всегда говорю, что, допустим, Vermögensberatung, то есть это, или Vermögensplanung, это Lebensplanung. То есть что это значит, что мы, если, допустим, я прихожу к так называемому Steuerberaterу, то Steuerberater — это бухгалтер, который смотрит назад, задает все мои цифры в таблицы свои, то есть или в программу, то есть и сдает это все финансовое управление, то есть и там мне начисляют штойер, то есть сколько мне штойер нужно доплатить или сколько мне вообще его нужно платить. Но мы смотрим вперед, то есть мы говорим, что будет через год, что будет через 2 года, что будет через 3 года. То есть если нам, к примеру, клиентка говорит, что я планирую сейчас завести ребенка, то есть я буду получать Эльтернгельд. Или клиенты вместе, да? Да. Она думала, что она будет получать Эльтернгельд. Или семья. Да. То есть, но здесь нужно сразу показать, смотри, если ты сейчас Софья Штойнер-Саньком будет меньше, чем 170 тысяч, ты будешь получать Эльтернгельд. Да. А это немало, то есть это 60-70% от моей зарплаты, то есть она очень хорошо зарабатывала. Но если я это сейчас деньги спешу, к примеру, куплю еще одну квартиру, то есть тогда у нее доход уходит вниз, то есть тогда она будет получать. А вот эти там год, 2, 3, то есть в зависимости, насколько она решит эти деньги получать или не получать, то есть это очень большие деньги, которые мы можем своим советом нашим клиентам помочь. Ну, это очень интересно. Опять же, мы возвращаемся к той теме, что мы отдаем так много денег в налоговую, мы отдаем очень много денег в различные страховые взносы, те, которые нам и предписывает законодательная база. И владея информацией, мы можем делать совокупность концептов, где мы можем посоветовать клиенту разработать концепт, где он обязательно, ну или рекомендованно возьмет себе несколько квартир, или даже там 1 или 2, 3, в зависимости от личной ситуации. И даже этот путь разложить на то, хочу ли я беззаботно, да, что больше списывать, и вообще не вникать, либо хочу я какие-то определенные объекты, которые по какой-то личной причине мне выгоднее или для своего будущего важнее купить. Да? Очень много примеров, где люди живут в квартире, допустим, 4-комнатной, где детки ходят все там в радиусе 500 метров в школу, в садик, они не хотят менять, платят очень дешево, но говорят, вот этот бы там бунгало нам на старости бы подошло, да, и сейчас купить его, сдавать и выплачивать, еще и оптимировать налоги. Но при этом важно просмотреть финансирование, как его грамотно построить, да, с помощью там Bausparvertrag или с помощью Direkttilgung с одного специалиста, как правильно, оказывается, надо застраховать, чтобы свой бюджет, застраховать свою жизнь или застраховать сам дом, как это можно распределить, и построить более грамотный концепт. Можем ли мы сейчас еще затронуть тему шуфы? У нас она стояла на листе как красным, да, потому что за последние несколько недель тоже было очень много запросов, чем же можно испортить шуфу. Можешь из своей практики привести пару таких примеров, где прям вот кричащие? Могу, то есть это вот буквально в понедельник, то есть 2 дня тому назад, то есть клиентка очень хорошо зарабатывает, все у нее прекрасно, все хорошо, но мы хотели взять кредит, приватный кредит.
Причем, опять же, приватный кредит, не просто приватный кредит, а приватный кредит на Nebenkosten, на Kaufnebenkosten, то есть она покупает квартиру, то есть финансирует финансирует эту квартиру, то есть и Nebenkosten, также можно их steuerlich absetzen, то есть и те проценты, которые я плачу за вот этот приватный кредит, тоже можно steuerlich absetzen. Как бы то ни было, то есть приватный кредит это не дает, горит красным. Горит красным почему? Потому что score-верт, то есть мой скоринг в ШУФе плохой. То есть мы в один банк запросили, во второй банк запросили, в третий банк запросили. То есть в чем же дело? То есть непонятно. То есть банки не говорят, потому что говорят Datenschutz, то есть даты клиента защищены. Как бы то ни было, то есть мы запросили так называемый деталирte Aufstellung. То есть деталирte Aufstellung, то есть это когда Schufa Auskunft дает не только на одной бумажке, что у меня все хорошо, а конкретно что, где, как и когда. И выяснилось, то есть это клиентка в интернете, то есть очень сейчас многие думают, что они очень правильно делают, что есть так называемые Vergleichsportale. Если внимательно почитать, то есть зайти в самый низ, нажать импрессум, узнать, как эта фирма называется, и, к примеру, Norddata или Credit Reform, то есть это порталы, которые бесплатно можно посмотреть, что это за компания вообще. То есть и есть известные компании, их набираешь, то есть это обычная маклер-агентура, обычная ГМБХ, то есть ГМБХ это Beschränkte Haftung до 20, то есть это товарищество с ограниченной ответственностью до 25 тысяч всего, то есть они сегодня есть, завтра их может не быть. То есть это обычная маклер-агентура, которая презентирует себя как Vergleichsportal, что у них там все самое дешевое, все самое хорошее, все самое лучшее. На самом деле это обычная маклер-агентура, которая полностью работает через интернет. То есть людей мы никогда не увидим, никогда, может быть, услышим по телефону, но мы их никогда не увидим, потому что они где-то спрятаны. То есть, может быть, даже не находятся не в Германии. Но фирма зарегистрирована в Германии. То есть, и вот она там смотрела кредиты, не заключала, смотрела. Она смотрела кредитные карты. То есть, кредитные карты многие люди не понимают, что кредитная карта – это тоже кредит. То есть, если я сравниваю кредитные карты и делаю там в 2, в 3, в 4 банка запрос, то есть, это тоже идет как запрос на кредит. И в ШУФе это все регистрируется. И она себе верт очень-очень-очень сильно подпортила. Почему? Потому что если я делаю запрос, к примеру, то есть потому что как машина думает, раньше решал человек, сейчас решает машина, то есть решает компьютер, решает система. Если система говорит, что в 10 или там, в 9 банках был запрос, но ни в одном ничего не заключилось, значит, это все банки мне отказали. И значит, 10-й банк, где мы запрашиваем напрямую, 10-й банк говорит, нет, то есть здесь все плохо очень. То есть и она себе этим самым подпортила все, и сейчас, может быть, потому что каждый квартал это, или к концу квартала эта шува актуализируется, придется, может быть, ждать сейчас 3 месяца, пока у нее там опять все будет немножко получше, то есть и поэтому здесь очень аккуратно с интернетом. То есть я людям, своим клиентам всегда говорю, и те, кто приходит, говорю, что как можно быстрее себя, если вы где-то зарегистрировались, внесли все свои данные, свои ID-номера, свои имейли, свои хенди-номера, свои адреса, то есть как можно быстрее оттуда обмельдуйтесь, то есть не просто обмельдуйтесь, а вот эту регистрацию, сотрите все свои данные там. Потому что ваши данные, то есть про это тоже никто не знает, то есть когда я там регистрируюсь, то есть я там сразу несколько делаю кликов, что мои данные могут для так называемых вербецвеков. Вербецвек – это значит, я продаю тебе данные, ты можешь мне звонить и предлагать какие-нибудь продукты. То есть поэтому как можно быстрее оттуда выйти, то есть и ни в коем случае кредиты или кредитные карты или там что-то там роде, то есть в интернете не искать, потому что это может мне навредить в дальнейшем при покупке недвижимости или при взятии каких-то приватных кредитов. Окей. А можешь сказать, возможно, как совет из твоего опыта 25-летнего, если уже человек накликал, заказывал, еще в лучшем случае. У меня был в прошлом году один случай, где клиентка 17 раз решила перефинансировать свой приватный кредит, но потом мы где-то 3-4 месяца действительно чистили, в ШУФу писали, почистили, профинансировали, но это заняло минимум 3-4 месяца. Да? До полугода можешь доходит. дать какой-то совет, если даже они запрашивают ШУФу, не всегда это видно там, что это правда, что не всегда даже когда ты ШУФу запрашиваешь, видно вот эти все проблемы. Это совершенно верно. Почему? Потому что не каждый банк, то есть это нужно мельдовать. То есть не у каждого банка налажена система актуального, или что они автоматически мельдуют это в ШУФу, где это потом в деталирте Aufstellung, где это стоит. То есть поэтому я еще раз говорю, что в интернете я советую всем ни в коем случае не давать своих данных
нигде не регистрироваться, и если где-то зарегистрировались, стереть все данные и оттуда выйти. Почему? Потому что проще обращаться к специалистам, потому что если мы запрашиваем, то есть это в шуфе не регистрируется, у нас пульт, так называемый, это интернет-систем, то есть что это значит? То есть мы проверяем, то есть может ли этот человек получить кредит, если да, только потом мы уже тогда документы отправляем в банк, и тогда это будет висеть в шуфе как запрос. Но если мы отправляем уже документы в банк, то есть там кредит уже выплачивается. То же самое с бауфинансированием. Просто простые вот эти фергляйхи, то есть они отправляют запросы, то есть они этим самым скорверт ухудшают, и даже если человек все равно получает кредит потом, все равно у него проценты, потому что многие спрашивают, Ивана, почему вот у этих клиентов 3,5%, а мне дали 4,1%. Да, вот это многие недооценивают. То есть вот это зависит все со скорвертом. Что такое скорверт? Это риск банка. То есть чем больше риск банка, то есть тем дороже будут проценты. То есть вот это нужно понять. Очень хорошая тема. Очень часто, когда клиенты запрашивают в нескольких порталах или в нескольких банках ангибот на финансирование, он выглядит лучше, а потом, когда банк уже окончательно обрабатывает и проверяет шуфа, почему-то повышает цинзин. И многие не понимают, да, я же хорошо зарабатываю, и вот с этой проблемой я тоже пару раз столкнулась с клиентами, я сама не могла понять, как клиент зарабатывает там 100 тысяч, ну прям идеальный, там, живет в этой квартире уже 5 лет, у него все ровно, работает в Кранкенхаус как абсолютно нормальный ангештельта-врач. В чем проблема, да? И вот из-за Да, у меня даже был такой случай, что клиент, я уже прислал ему ангибот, клиент уже говорит, да, беру, но он почему-то вечером, что-то его там мысли все-таки там, они там с женой посоветовались, сделали консилиум, то есть и на этом консилиуме решили все-таки в интернете еще посмотреть. Ну, это окей. То есть смотрели, вроде ничего лучше не нашли, говорят, ну ладно, ангибот хороший, то есть, и потом, когда они, это буквально там несколько дней всего разница была, и потом мне банк говорит, что скорверт значительно ухудшился, и мы потом, по-моему, с 3,4% ушли на 3,8%. То есть 0,3% на 500 тысяч – это громаднейшие деньги, которые они за следующие 10 лет переплатят из-за того, что решили в интернете посмотреть, проинформироваться. Но, к сожалению, многие не понимают, где они просто смотрят, да, унформбильник без своих данных, а где люди задают уже все данные и ставят клик, что финансируем с прюфен или антракт даже. Да, здесь я всегда говорю, что где вот эта разница? Разница всегда в том, что как только я задаю свои данные, и потом мне присылают майл биты биштетигензи. То есть кликензи просто, что вы свой майл биштетингуете. Этим биштетингом, то есть этим подтверждением я даю право этому фергляйхс-порталу пользоваться моими данными. И все, и тогда понеслось. То есть поэтому здесь читать можно, информироваться можно, то есть ChatGPT, то есть все что угодно. То есть, если правильно задавать вопросы, действительно можно много информации полезной вычитать. Можно запутаться очень быстро, то есть это тоже нормально. Но ни в коем случае нигде не регистрироваться так, чтобы мне потом присылался какой-то майл, и где мне нужно кликать, что я согласен с тем, что мои данные будут использоваться в так называемых вербицвеках, потому что тогда все мои данные по всему миру будут расходиться. То есть поэтому, если кто-то уже зарегистрировался, совет от меня личный, то есть как можно быстрее там, даже райзе какой-то там через интернет делал, там что-то там. То есть если я это делал напрямую в каком-то там райзе-бюро, там это делайте, но ни в коем случае не делайте вот эти фергляйхс-портали. Почему? Потому что фергляйхс-портали, то есть это, так скажем, мы думаем, что мы там что-то выискиваем самое лучшее. Нет, мы выискиваем самое лучшее из того, что у них есть. А у них есть далеко не все, то есть поэтому оттуда лучше выйти и напрямую, если вы там полно всяких райзе-бюро, там Туи, Туа, очень много всяких райзе-бюро, то есть там напрямую вы можете регистрироваться, но ни в коем случае не делайте через фергляйхс-порталь, потому что фергляйхс-порталь выбирает самый тот шрот, куда люди не ездят или где свободные места есть, то есть и только с этого сравнивают. То есть поэтому там свою регистрацию снять, то есть отписаться от них и выйти оттуда, и если где-то через интернет любят заказывать, то делайте это напрямую. Так же, как ты сказал, ChatGPT, сейчас очень много в прессе из-за ChatGPT тоже разговоров, так как люди просят у ChatGPT совета. И очень важно, если уже просить даже у ChatGPT совета, правильно формулировать свой вопрос, потому что если ты ставишь его позитивно, насколько это мне хорошо, ChatGPT чаще всего отвечает позитивно. Если человек не сравнивает все свои критерии, как вот у меня с клиенткой было, она купила объект, после того, как наши ChatGPT сразились в аргументации. Да. То есть ее говорил один ответ, мой ChatGPT, потому что я по-другому ставила вопрос, говорил другой ответ. Как сейчас в этом цифровом мире с этим справиться? Я это сравниваю всегда с Мутер Терезой.
то есть или Мутер-Тереза синдром. То есть если вы вопрос зададите в чат GPT, кто такая была Мутер-Тереза, то есть и чем она была хороша, то есть как она помогала людям и всякое такое. То есть, да, то есть если я ставлю вопрос в этом направлении, то мне начинают отвечать, что она там бездомным помогала, голодным, то есть она там была там, ну, чуть ли не ангел. То есть если я поставлю вопрос, все-таки Мутер-Тереза, какие у нее секреты были, какие у нее были гехаймисы, какие секреты, какие там... и сразу на первой странице написано «Дункеле Зайтен фон Мутер-Тереза», то есть черные стороны мамы Терезы. То есть поэтому здесь важно, как я правильно формулирую вопрос. То есть если я напишу вопрос, почему Kfz-Versicherung, допустим, плохая, то есть он мне будет рассказывать, потому что ChatGPT, он еще раз, он не понимает, то есть у него нет эмоций. То есть если я спрашиваю про что-то плохое, то есть или чем, допустим, Бауш-Паффетак, к примеру, плохой, то есть мне там будет какую-нибудь писать негативную сторону. Если я спрашиваю, чем он хороший, то есть и второй пример, что я сравниваю, то есть я это сравниваю всегда с Мутер-Терезой, и второй я это сравниваю с ножом. Я всегда спрашиваю, нож – это позитивное или негативное? То есть если у человека спросить. Кто-то говорит, это негативно, и можно порезаться, и можно там то, и можно... Потом по-другому, если вопрос формулирую, можете ли вы как хозяйка себе представить, что сейчас я у вас все ножи заберу из дома, ваш кухонный нож, ваши столовые ножи, я все ножи, насколько ваш жизненный уровень, то есть насколько он сразу упадет. И многие говорят, нет, я без ножа себе не могу представить. Хороший пример. То есть, то есть поэтому здесь я еще раз говорю, что все зависит от того, как я это использую. То есть поэтому то же самое, если я в правильном направлении задаю вопросы, то есть ChatGPT будет в правильном направлении работать. Но если также, я неправильно задаю, то есть... Но также и продукт. Есть хорошие продукты, они должны людям подходить. Допустим, как та же Gesetzliche Krankenkasse. И хорошие есть подходящие продукты, вот, есть неподходящие продукты. Но даже, правильно, как пример с ножом, он нужен, да, в зависимости для чего. Да, это очень классный пример, никогда в эту сторону даже не задумывалась. Окей, тогда мы можем плавно перейти все-таки к нашему финансированию и проговорить, почему очень важно грамотно ставить концепцию в зависимости от того, что человеку надо. Очень часто, когда человек делает перефинансирование, ну или первое финансирование, он рассматривает, окей, для чего я покупал этот объект. Если я его покупал 10 или 15 лет как вид инвестиций, сейчас я меньше списываю уже, потому что амортизацию списала, амортизация была небольшая. И, допустим, у меня был пример, где я при умфинансировании своей клиентки перефинансировала ее существующий уже инвестиционный объект. И так как ей не надо было сейчас продавать этот объект и просто вытащить большую прибыль, да, она могла это сделать. Ее цель все-таки еще 12 лет до пенсии поработать. И мы разработали концепцию тоже с помощью Bausch-Puffertrag, где мы перефинансировали ее квартиру. Из-за того, что объект уже вырос очень сильно в цене, мы смогли при покупке, это даже был второй дом, при покупке дома часть Sicherheit переложить в первый объект, который мы перефинансировали. И оба объекта перефинансировали с Bausch-Puffertrag как Tilgungsersatz и с минимальной инвестицией в этот Bausch-Puffertrag. Да? И уже она себе зафиксировала через 12 лет или там, через 15 лет, когда она пойдет на пенсию, что у нее будет процентная ставка между 0,95 и 2,45, в зависимости от того, будет ли она оба перефинансировать или все-таки только один объект и оба Bausch-Puffertrag, которые как Tilgungsersatz были внутри сделаны, используют для того, чтобы получить сумму X для покрытия кредита, допустим, в одном из этих домов, либо перефинансировать оба и дальше профитировать на пенсии с того, что она получает аренду, но потихонечку объект дальше выплачивается. Немножко в эту область. И, между прочим, твоим ответом мы затронем, опять же, ту же тему, что многие наши клиенты, которые подумали о пенсии, на пенсии тоже будут достаточно хорошо зарабатывать с недвижимости, с различных инвестиционных фондов, может, немножко об этом, и также они будут платить налоги и платить более высокие платежи в Gesetzliche Krankenkasse, если она останется. Опять много. Хочется все обговорить, опять много. Давайте начнем все-таки с... По-русски это называется забронировать. Мы здесь в Германии уже говорим зарезервировать. По-моему, даже такого слова нету. Но как бы то ни было, то есть если я сейчас, к примеру, беру недвижимость, то есть и на сегодняшний день процентная ставка от 3, там, скажем, до 4,5%, то есть в зависимости от того, опять же, какой у меня бонитет. То есть что значит бонитет? Это значит риск банка, что я ему не отдам деньги. То есть чем меньше у меня риск, тем лучше у меня проценты. То есть чем больше риск для банка, да, то есть там
тем выше процента. Но как бы то ни было, то есть разницы нет, как считать. То есть если я говорю, что мне нужно быстро деньги, то есть быстро деньги, это значит через год и 2 месяца, то есть мы сотрудничаем, к примеру, с Deutsche Bausparkasse Badenia, то есть это Badenia, то есть это который, она уже более 100 лет на рынке, то есть и у них самое быстрое, почему мы с ними сотрудничаем, у них самое быстрое число созревания Bausparvertrag. По-немецки это называется Bewertungszahl, то есть это число созревания Bausparvertrag. Что оно означает? Это насколько быстро я могу получить оттуда кредит. То есть, к примеру, через год у меня перефинансирование, мне нужно 100 тысяч, к примеру, через год перефинансировать, и через год у нас проценты, сейчас многие не знают, процентная ставка, судя по всему, опять, наверное, поднимется, потому что на сегодняшний день 60% экспертов говорят, что процентная ставка будет подниматься из-за вот этих всех неурядиц или там войн в мире, то есть неспокойно, и поэтому энергоносители дорожают, нефть, газ и всякое такое, то есть и чтобы не было опять вот этой спирали, что подорожание цен, то есть процентная ставка поднимется, чтобы меньше выдавалось кредитов, то есть меньше будет оборота, то есть и соответственно, то есть цены будут держаться. То есть к чему я это говорю? К тому, что если через год, через 2, через 3 люди будут перефинансировать, то есть и сейчас они платят, к примеру, 3,5 там, или 4%, а потом должны будут платить 5% или 6%, сумма кредита у них будет меньше, а платить они будут или столько же, или даже, может быть, еще больше платить. То есть не каждый себе это может позволить. Поэтому я сейчас говорю, что если есть какая-то возможность, то есть накопить хотя бы какую-то сумму, то есть если, к примеру, я через год и 2 месяца хочу получить по 2,45, то тогда я должен накопить 40% от так называемой баушпарсуммы. К примеру, баушпарсумма у меня 100 тысяч, 40 тысяч я должен накопить, или же у кого-то там, я не знаю, перезанять. Есть друзья, родственники, знакомые, бабушки, дедушки, у которых лежат деньги или на конте, или на шпарбухе под 0,5 или там под 1%. То есть я могу это на год перезанять, вложить в эту баушпаркассу, то есть причем до 100 тысяч мои счета все застрахованы от государства, то есть если даже это баушпаркасса, многие говорят, это деньги вложу, и всякое такое. То есть до 100 тысяч мой любой счет застрахован от государства. Мы можем сказать, деньги, инвестированные в Баушпаркассе, это также приравниваются по безопасности, как деньги, лежащие у нас в любой шпаркассе на счету. Это счет. Если коротко сказать, на языке людей, да? Да. Bausparvertrag, что это такое? Это значит счет в Баушпаркассе. То есть я открываю счет в Баушпаркассе, то есть, к примеру, перевожу туда 40 тысяч, и через год и 2 месяца у меня есть право по 2,45 оттуда вытащить 100 тысяч. То есть это 40 тысяч я забираю свои, на которые я проценты не буду платить, а вот эти 60 тысяч, которые я беру кредит, то есть это я беру всего по 2,45. То есть и, соответственно, то есть меня это очень-очень сильно entlaствует. То есть что это значит, что я меньше плачу за кредит, то есть и вот эти 100 тысяч я уже перефинансировал. Те, у кого есть больше времени, те, кто только-только купили, может быть, там или год назад, или вот только купили, или 2 года назад купили, то есть, ну, вот, да, у них еще есть, к примеру, там 7-8 лет или, может быть, там хотя бы, там, не знаю, 5-6 лет, то с такими, можно сказать, вы можете монотлих перечислять, к примеру, там 200, 300, 500 евро, копить в этот Bausparvertrag, то есть и там нужно накопить от Bausparсуммы 50%, если мы опять возьмем вот эти 100 тысяч, то там я должен накопить за это время 50 тысяч, но потом следующие 50 тысяч я беру всего под 0,95%. И вот это тоже очень интересно, то есть это как раз-таки для тех людей, которые говорят, я не хочу рисковать с акциями, не хочу рисковать с биткоином, с криптовалютой и всякое такое, то есть я этого наелся. Ну, можно распределять, да? Да, то есть и говорят, что какую-то часть я хочу все-таки, я всегда говорю, что не храните все в одной корзинке, да, то есть все золотые мои яйца не надо в одной корзине хранить, все-таки какую-то часть есть смысл перечислять в этот Bausparvertrag, почему? Потому что там я себе бронирую, то есть или резервирую, то есть вот эти 0,95, и буквально в субботу, то есть у меня был разговор с людьми, которые говорят, что у нас 500 тысяч останется, и мы готовы за 10 лет, мы готовы накопить свои вот эти там 50%, то есть 250 тысяч. Почему? Потому что то есть у них есть 2 договора, так называемые ристер-ренты, которые они сделали на ренту, и где я им сказал, что вы деньги, тут у них там тоже уже по 20 тысяч накоплено, к тому времени будет примерно по 50 тысяч. То есть эти 50 тысяч плюс 50 тысяч – это уже 100 тысяч, плюс еще 150 тысяч они накопят сами. То есть эти деньги можно вытащить, перевести в Bausparkasse.
то есть и дополнительные 250 тысяч взять всего под 0,95%. То есть они от этого концепта были прям приятно удивлены. Особенно те люди, которые эти объекты списывают, ну, то есть, грубо говоря, у них на 15 лет цинсбиндун, они знают, у меня минимум еще через 11 лет финансирования, остаток там, допустим, 100 или 200 или 500 тысяч, если это большой концепт Familienhaus, то опять вернемся к тому, что правильное планирование, что значит правильное планирование, допустим, тело кредита мы не можем списать, да? Очень часто человек говорит, я инвестирую там столько-то, а списываю столько-то. И для него важно вот это соотношение цифры. И говорит о том, что лучше тело кредита как можно меньше инвестировать, чтобы как можно больше списывать, параллельно в Bausparvertrag копить. Это надо, конечно, просчитать, чтобы это было интересно, копить и обезопасить себя этой всей концепции. То есть я получаю с налога оплачено все назад. То есть этот концепт, эта квартира мне в плюс выходит за счет налогового возврата, даже если это абсолютно беззаботный концепт, как с ДФК. Плюс я параллельно коплю уже остаток в своем Bausparvertrag, который абсолютно не привязан, можно в любой момент его для чего-то другого использовать, если надо будет, но я себя уже даже следующий объект купить. Но я себя уже обезопасиваю к тому, что я свой Рестшульд под 0,95 перефинансирую. И еще один пример. У меня много клиентов копили в различные накопления, и в нашей компании есть разные продукты, от 5 до 10% можно получать, но также и копили в те же Bausparverträge, где, допустим, дети, которые начинают Ausbildung, допустим, 16-летний сын начинает Ausbildung, он получает дотацию от города, 70 евро в свой договор каждый год, которым может в будущем воспользоваться, он получает 9%. Вот расскажи немножко в этом направлении как специалист, почему детям интересно, даже если они копят со своего Ausbildungsvergütung, пускай даже там 70-80 евро, но не так много еще получает от государства этот договор, просто в накопительный договор, и от своего работодателя как Auszubildender. Это говорит о том, что этот ребенок, который 3,5 года учится, потом еще пару лет ему, чтобы стабилизироваться в доходе, грубо говоря, может уже сейчас откладывать какую-то небольшую сумму, где он от государства получит эти дотации, и достаточно большие дотации, и у него будет уже какой-то капитал, как собственный капитал для того, чтобы стартануть в инвестиции в недвижимость. Я советую всем клиентам, абсолютно всем клиентам, у кого, чьим детям исполнилось 16 лет, обязательно заключать Bausparvertrag. Почему Bausparvertrag? Потому что тогда на вложенные мною деньги, то есть до 700 евро я могу вкладывать, то есть я получаю 10% от государства. То есть если я вложил в год 700 евро, к примеру, по 60 евро перечисляю, это может перечислять бабушка, дедушка, мама, папа, разницы абсолютно никакой нету. То есть в 16 лет... Но договор на ребенка должен быть. Делается договор на ребенка, в 16 лет ребенок имеет право получать до 700 евро, имеет получать право вот эти 10%, то есть поэтому вот эти 70 евро получает государство. Второе, как только человек или ребенок начинает делать Ausbildung, он может от 6 евро до 40 евро дополнительно к своему Ausbildungsgehalt дополнительно получать от своего работодателя. Абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. То есть в Bausparvertrag он может получать так называемые Vermögenswirksame Leistungen. То есть Vermögenswirksame Leistungen, то есть это платит Arbeitgeber, но Arbeitgeber это, понятно, через государство все списывает. И на эти деньги, которые я вкладываю, то есть я получаю еще дополнительно еще 9%. То есть у меня получается... Еще дополнительно. Еще дополнительно. То есть это 42 евро я получаю на свои деньги, которые мне работодатель туда перечисляет. 70 евро я получаю на свои деньги, которые я сам перечисляю. То есть это 112 евро. Каждый год я получаю премию, то есть даже на вот эти маленькие взносы. Получается, к примеру, 40 евро я перечисляю зарплаты, 60 евро я перечисляю сам, то есть 100 евро я туда вкладываю, и 112, то есть 1200 у меня накопилось, и 112 каждый год я получаю дополнительно, то есть, так скажем, 13-ю зарплату. И если 1200, то есть ребенок делает 3 года там, или 4 года Ausbildung, или там 3,5 года, то есть он за это время накопил, к примеру, 4-5 тысяч, плюс получил государственные дотации, то есть за вот эти там 4-5 лет, то есть он получил от 400 до 500 евро дополнительно, то есть он накопил, к примеру, свои там 6-7 тысяч, дополнительно он может взять льготный кредит под 2,45 еще 10, то есть вот у меня есть 17 тысяч для это своего очень старта. маленький, манюсенький. Да-да, малюсенький Bausparvertrag, но 17 тысяч для ребенка, то есть это большие деньги, и я всегда говорю, что родители... От вас зависит. Ребенок переедет от вас в квартиру в съемную. Да. Эти там 10-15 тысяч потратят на ремонт. Это выкинутые деньги. Потом он познакомится с девочкой, или девочка познакомится с мальчиком, потом съедутся, потом эту квартиру надо опять сдавать, опять делать. То есть это вегишность
weggeschmissenes Geld, я так всегда говорю, что деньги выкинутые, или же эти 17 тысяч, там, или там 20 тысяч, то есть он потратит все-таки на покупку своей недвижимости, и он купит себе двухкомнатную квартиру, 10% у него начального капитала есть, то есть вот эти 20 тысяч, то есть он переедет в свою квартиру, то есть и будет жить в своей квартире, то есть и тогда уже потраченные деньги на ремонт, на мебель, на все, то есть их не жалко, почему? Потому что это свое. И в крайнем случае, если ему когда-то надоест, он захочет вернуться к вам, то есть эту квартиру можно спокойно сдать в аренду, потому что в Гамбурге буквально за несколько дней 30, 40, 50 Ну и плюс люди недооценивают да. вот от этой концепции, от грамотно построенной концепции, вот из того, что ты сказал и перечислил, грубо говоря, родитель должен только проинформироваться, какие пакеты или какие предложения есть в различных Бауспаркассен, потому что абсолютно у разных они разные. Допустим, ЛБС — это все, которые относятся к Хаспе, Шпаркассе Хольштайн, ну все вот эти наши их красненькие. филиалов как таковых нет, они только со шпаркассами работают. Да, допустим, есть Бауспаркассе Майнц, мы тоже очень хороший опыт сделали в определенных случаях. Есть вот Бадения, который с Deutsche Bank работает. И что еще многие недооценивают, во-первых, что заключив для ребенка даже там несколько лет он этим попользовался. Первое, он у банка большущий плюс-пункт имеет для прямого финансирования просто на квартиру, много дешевле, потому что те, которые откладывали, плюс пункт, что он, грубо говоря, откладывал 70 евро или там 60 в месяц, получал каждый год 70 евро только Бауспар премии, плюс от работодателя 40 евро каждый месяц, правильно? Это не в год, не в год. 40 евро каждый месяц. Это получается 500 евро еще дополнительно здесь ему в копилочку падает. Только благодаря этим двум пунктам ребенку в копилочку просто с ниоткуда 570 евро приходит за то, что он уже себя, ну, как приобщает к тому, что маленькую часть, я считаю, 60 евро — это ничего, маленькую часть он копит. Многие очень, когда детки рождаются, бабушки, дедушки делают такие договора, их же можно тоже перенаправлять, оптимировать, потому что там только родители получали определенные дотации, но, допустим, многие не идут в эту тему так глубоко. И еще немного я бы хотела затронуть, чтобы люди понимали и разделяли, что есть просто Бауспарфертреги, которые ни к чему не относятся, они дают тебе эти все плюсы, опять же, для будущего финансирования, а есть Бауспарфертраг, который идет или Lebensversicherung, который идет как Tilgun-Ersatz. И в моей практике с врачами достаточно часто они это берут, потому что они берут эти квартиры как дополнительную пенсию. Они говорят, я не хочу, сегодня продал, завтра купил, я хочу, потому что я привык зарабатывать там свои 18 тысяч в месяц, я привык жить на эти деньги, и, допустим, с 3 тысячами на пенсии я не могу, как говорят немцы, klarkommen, да? И поэтому они действительно хотят запланировать что-то более стабильное, и говорят, мне супер подходит либо Бауспарфертраг, либо Lebensversicherung как Tilgun-Ersatz. И многие заходят в GPT и говорят, оп, это хорошо или плохо, и GPT, естественно, не всегда это позитивно говорит, либо говорит позитивно, если правильно поставить вопрос. Потому что, опять же, надо разделить, я беру это как Kapitalanlage или я беру это для собственного пользования. Вот можешь в 2 словах сказать, какие плюсы и минусы? Первое, что нету хорошо и нету плохо. Это понятно. То есть это есть или правильно, то есть подходящее, или неправильно. В этой личной ситуации. Неподходящее, да. Поэтому все ситуации мы разбираем индивидуально. И, к примеру, как Kapitalanlage. То есть как Kapitalanlage grundsätzlich. То есть я всегда говорю, что как Kapitalanlage лучше как можно меньше отдавать банку назад кредит. Почему? Потому что если я как можно меньше отдаю или вообще не отдаю банку, то есть тогда у меня вот эта процентуальная составляющая, то есть проценты, которые я плачу банку, то есть она у меня каждый год одинаковая. И я каждый год одинаково много могу списывать. Согласна. Параллельно деньги, которые у меня вложены в Бауспарфертраг или в ту же самую Lebensversicherung, здесь я немножко поправляю, я советую делать так называемый Fondsgebundene Lebensversicherung, потому что Fondsgebundene Lebensversicherung намного больше процентов дает. То есть еще эти деньги работают под проценты, которые копятся. Здесь мне не надо платить на них что-то. То есть что это значит? Что здесь я списываю проценты, которые я плачу банку, а здесь я эти деньги, параллельно зарабатываю. Параллельно я зарабатываю, то есть они у меня лежат под процентами. И если, опять же, правильно сделать этот договор, к примеру, не на 10 лет, не на 15 лет, а до ренты, потому что я это сейчас и детям, потому что многие говорят, а зачем мне ребенку сейчас делать до ренты договор? Это называется Halbeinkünfteverfahren. Что такое Halbeinkünfteverfahren? Это значит, если я делаю это до ренты, то есть это так называемая Rentenversicherung, она у меня уже не Lebensversicherung, она у меня Rentenversicherung, к примеру, mit Todesfallleistung, mit BU-Leistung, то есть дополнительные компоненты можно туда включить. Но у меня Halbeinkünfteverfahren, то есть только половину
той суммы, которые мне пришли как проценты, только половину я с этого теоретически должен платить налоги. Но опять же, мы знаем, есть так называемые фрайбетреги, то есть я могу до определенной суммы зарабатывать и не платить ничего. И точно так же я могу эти суммы потом выплачивать. Я могу каждый год выплачивать определенную сумму, к примеру, 10 тысяч или 15 тысяч из этой суммы, которая у меня накопилась, и налогов платить 0. Сейчас, наверное, наши зрители запутаются, да? Поэтому я всегда говорю, что обращайтесь на консультацию, то есть пишите заявки. То есть это очень глубокий да. подход, потому что здесь, опять же, пересекается, где человек делает независимый договор, который ни к чему не привязан, а я сейчас именно с финансированием связан. Там немножко чуть по-другому идет. Грубо говоря, ты не можешь просто так через 5 лет с этого договора забрать куда-то деньги, потому что он abgetreten. Он просто идет как два Бауштайна, если мы возьмем Lebensversicherung, грубо говоря, Цинзен, он все списывает. Почему врачи очень многие, особенно немецкое поколение, но врачей, которые в поколениях уже не в первом врачи, они этим пользуются. Для наших немножко это сложно. Они говорят, мы хотим наш менталитет, особенно с постсоветского пространства, быстрее отдать. А то, что ты с бруто платишь так много налогов, и то, что ты уже переводишь, это твое нетто, многие забывают. И здесь, если всем правильно попользоваться, то получается, если это как abgetreten, то есть как вид накопления, чтобы твою квартиру с ней рассчитаться там, через 10 или 20 лет, то получается, если рассчитывать там, на 15-20 лет параллельно, то еще эти денежки работают под проценты. Грубо говоря, ты здесь все списываешь, а параллельно твой тильгун, вместо тильгунга, твое вот это тело, оно здесь накапливается в копилочку, и еще тебе зарабатывают туда денежки. И еще лучше, то есть я здесь третий компонент еще включаю. То есть третий компонент, то что это значит, что если я тело кредита не гашу, то есть делаю так называемый Tilgungsersatz, то есть и вот этот abgetretene Lebensversicherung или Rentenversicherung. Что значит abgetreten? Это я даю ее в залог банку. Говорю, банк, я с ней ничего делать не могу, то есть здесь деньги копятся, то есть то, что я должен был кредит отдавать, гасить кредит, то есть я хочу переводить сюда, но я с этим делать ничего не могу, я ее вам даю в залог. Но потом, когда это время проходит, к примеру, там 10, 15, 20 лет проходит, то есть у меня здесь что-то накопилось, и тут я им должен отдавать кредит. И у меня здесь не та сумма накопилась, к примеру, я им должен кредит отдать 200 тысяч, а у меня здесь накопилось только 80, то есть я еще 120 им должен. То есть они тогда говорят, окей, отдай эти 80, 120 перефинансируй, к примеру, там под 4-5% опять. То есть здесь мы сможем третий Бауштайн ввести, то есть третью вводную. То есть опять же тот же Бауш-Пафетраг. То есть мы можем отсюда перевести эти деньги за год и 2 месяца в Бауш-Пафетраг. 80 тысяч. Дополнительно мы получим 120 тысяч по 2,45. И вот у нас есть 200 тысяч, которые мы отдаем банку и говорим, банк, все, спасибо, до свидания. Теперь мы финансируем через Бауш-Прокассу. И вот теперь в Бауш-Прокассе, что самое интересное, что особенно те кредиты, которые не для капиталанлегеров я делаю, а, допустим, сам себе финансирую, да, то есть я хочу их быстрее отдать, в Бауш-Прокассе я каждый месяц, у меня есть Sondertilgungsrecht. In beliebige Höhe. То есть что это значит? Что я могу каждый месяц гасить этот кредит, и разницы нет, какая сумма у меня есть. Есть у меня 500 евро, есть у меня 10 тысяч, есть у меня там 50 тысяч, я могу этот кредит всегда гасить. То есть поэтому здесь это я еще раз говорю, что форма, то есть если все правильно составить, но опять же каждый концепт, то есть каждый бератунг, то есть каждый термин, он индивидуальный, то есть потому что по ушале ничего невозможно сказать. Если я это сейчас запрошу в ChatGPT запутается. Так я уже запуталась. На самом деле мне вот надо писать, просчитать, подумать. Даже с моими клиентами, которые у меня уже 10 лет клиенты, и у них подходит перефинансирование, и они меня спрашивают, Оксана, как лучше? Или вот что лучше? Я никогда не отвечаю паушаль, что давай лучше продадим. Конечно, я продам, как маклер заработаю, но я говорю, нет, давай сядем и посчитаем. Если мы этот вариант делаем, допустим, с этим же Бауш-Пафетрагом, что ты выигрываешь, какие есть там гебюрен, да, как они пересчитываются, что ты инвестируешь, и какая твоя цель, допустим, через 10 или 15 лет. И здесь очень важно это все прописать, просчитать. Что еще хочу сказать, 2 слова к тому, что ты выше говорил, и
из своей практики, что многие люди недооценивают, что уже купленные объекты 10-15 лет назад для финансирования либо покупки какого-то другого объекта, следующего, даже если это твоим родителям принадлежит. У меня сейчас все больше, но многие этого не знают. Они даже не говорят, когда молодежь покупает первый объект, они не приходят и говорят: ой, вы знаете, у моей мамы уже почти выплаченный дом, она мне хочет как-то помочь, но дом продавать не хочет, потому что ей нравится, а то, что... Как дополнительную Sicherheit. Также можно как дополнительную Sicherheit и Lebensversicherung, и различные страховые взносы, которые есть Rückausfall, то есть то накоплено. То есть если подходить в концепции, что все, что вы делаете, все, что вы копите в Bausparvertrag, в Lebensversicherung, langfristig, больше 5 лет, не так, что сегодня заключил один, завтра kündigung и так далее. Это все может помогать, как дополнительная безопасность, получать лучший кредит или получить лучший кредит, там, даже для своих детей, или лучший кредит для себя, чтобы оптимизировать налог. Да? Манюсенький пример. Допустим, мы видим, там, человеку 40 лет, или 45. Если мы поедем в регионы Ханновер, в регионы Вольсбург, где вот Volkswagen, да, эти заводы, где металлургические заводы, то как под копирочку. Все люди живут в своих домах, которые они там 15 лет построили, все землю под Вольсбургом купили у города за 35 тысяч, стоила тогда земля для этого дома. Этим людям 40-50 лет, проработали они 25-30 лет на одних предприятиях, у них достаточно и заработок еще хороший, и, естественно, запрос, а что с этим делать? И вот при грамотном построении концепции, где у них до пенсии еще 20-25 лет, безопасном построении концепции, можно очень дешево профинансироваться в новострой, где оптимизация налоговой базы, амортизация сегодня от 3 до 10%. Грубо говоря, еще следующие 10-15 лет полностью или частично весь налог, который мы просто отдаем государству, сделать aufbau хорошее еще для своей пенсии, либо для своих детей. Потому что самое обидное, когда люди проработали 20-25 лет и сейчас отдают просто в воздух, и платят эти же gesetzliche Krankenkasse, просто огромные суммы в воздух, и отдают такие большие деньги на налоги. Потом выходят на пенсию и получают 30%, там, 35% от своей нету зарплаты, то есть и говорят, что к тому времени как раз цены подорожают, там, опять в 2 раза, и, соответственно, да, есть смысл сейчас уже об этом думать, то есть есть смысл думать о будущем, то есть у нас девиз фирмы вообще früher und später denken, то есть сейчас думать о будущем, то есть а не когда будущее придет. И, соответственно, то есть оптимизировать налоги, то есть выгодно вкладывать, выгодно брать кредиты, то есть выгодно перефинансировать. То есть и самое главное, все возможности, которые есть от государства, то есть вот есть такое вот это слово «автоматиш». То есть я его всегда, я не сторонник его, но у многих, даже те, кто здесь живут 3 дня в Германии, то есть или там 30 лет в Германии, да, то есть они, вот это слово «автоматиш» — это самое крылатое слово. Это автоматиш, я себе говорю, что нет ничего автоматиш, то есть автоматиш — это только когда у меня 1 числа снимают деньги со счета, то есть вот это автоматиш. Все остальное, все, что от государства, чтобы получать какие-то дотации, какие-то премии, какие-то налоговые оптимизации, то есть это на все нужно ставить антраги, на все нужно заполнять документы, к этому подготавливаться. Многие даже не знают, что их так много. Их очень много, но из-за того, что, я еще раз говорю, что нету в Германии, нету такого ведомства, куда приходишь и говоришь, допустим, какой-то там... Есть Steuerberater, но это не Steuerberater, это человек, который... Это бухгалтер. Это бухгалтер, который заполняет мои документы, которые были. То есть назад он уже ничего не вернет. То есть это то, что... А здесь как раз-таки мы своими концептами можем оптимизировать налоги, то есть эти деньги вкладывать. Можем ли мы сделать так, чтобы те зрители, которые просмотрят это видео, написали именно под этим видео много вопросов, допустим, вопросы, связанные с накоплением или вопросы, связанные абсолютно с финансированием, любые вопросы, все, что связано и сделаем, как бы соберем тонкие вопросы, или четкие, на эту тему мы можем также проводить регионально в живом виде консультационные мероприятия, либо в электронном виде вебинары. Мы выберем 10-15 вопросов, которые самые часто попадаются, то есть и по этим вопросам пробежимся, то есть и мы можем, как я уже сказал, да, то есть у нас есть 2 формата, то есть 1 раз в месяц мы делаем это
регионально, то есть это мы можем вживую, лайв, то есть людей приглашать на семинары, то есть они могут приехать и 2-3 часа уже конкретно углубиться в эту тему, то есть или же те, кто живут, допустим, далеко отсюда, я не думаю, что каждый может там 800 или там 1000 километров быстренько приехать. Ну, вебинары можно делать онлайн. Мы можем это точно так же один раз в месяц делать вебинары, то есть люди, которым это интересно, то есть мы можем сказать, окей, вот эти 10 вопросов мы будем конструктивно и прям детально обрабатывать, заходить в глубину и час-полтора. Под видео внизу есть форма, которую можно заполнить и, допустим, написать «хочу получить консультацию по вот таким конкретным вопросам». Это первое. Второе, ждем ваши комментарии внизу. Будем очень рады их ответить и составить план для будущих записей. Потому что, как сегодня показала эта запись, мы начинаем разбирать какую-то тему, и если не разбирать тему, вот кинул какое-то громкое слово и ушел, да, а хотя бы хоть чуть-чуть в глубину зайти, потому что настолько много сегодня государственных дотаций во всех направлениях, да, многие не знают, что можно купить квартиру и со 2-го года свои налоговые преимущества получать в месячном эквиваленте. Что это значит? Тебе не надо ничего сообщать работодателю, в Германии все ведется по твоему ID-штойнума, ты заполняешь один маленький формуляр, и просто со следующего года на 500-600 евро у тебя меньше зарплаты забирают что, ну, то есть налог на подоходный налог, да. Многие этого не знают. То есть, грубо говоря, если они боятся, боюсь там инвестировать, вот тебе освобождается 500 евро, грубо говоря, пришел финансант и говорит, дорогой работающий человек, давай договоримся, завтра ты будешь на 500 евро больше получать нетто, но с одним условием, что ты эти денежки инвестируешь в квартиру для себя, либо для детей, как вид инвестиций, либо беззаботным концептом, допустим, как наша компания, да, ДФК Групп, партнер предлагает, все, ничего не надо делать, вы четко до цента знаете, либо с помощью нас разработать концепцию, опять же, на свободном рынке, но тогда это лучше как бы все абстраховать. Также есть куча дотаций. Допустим, мы выяснили, что в Бауш-Пафертрак ребенок 16-летний, который... 16 лет каждый человек, не только ребенок, каждый взрослый, то есть 16 лет имеет право получать так называемую бонус-премию, то есть это 10% на мои вклады, до 700 евро это многие не знают. На каждого человека, да. И до 9%, то есть это до 480, до 470 евро, то есть это грубо там вот эти 42 евро. То есть поэтому, в принципе, на семью, если 70 плюс 42, это у нас 112, 112 плюс 112, то есть даже 2 человека, когда в семье, мама и папа, к примеру, 112 плюс 112, это уже 224 евро, это получают мама и папа, плюс еще 112 это ребенок, то есть это еще 224 плюс 112 у нас получается 336, то есть 336 евро, то есть каждый год умножить на 10 лет, умножить на 2, то есть это деньги, которые вот... Но самое главное, что по безопасности еще этот вид инвестиций приравнивается, что в шпаркассе лежат деньги, что здесь копится, это одинаково. До 100 то есть тысяч, как копилочку для распределения финансов, это супер классная возможность. Просто многие не знают, что столько различных программ. Это мы только маленькую часть затронули, да, потому что мы смотрим с одной стороны. Спасибо большое. И еще подведу маленькую манюсенькую черту. Пожалуйста, именно в этом видео пишите комментарии, мы будем рады их ответить и сформируем следующие записи, потому что и нам сложно сформировать темы, да, потому что мы с темы в тему идем. И будем, допустим, какую-то одну тему разбирать, допустим, полчаса или 20 минут, но детально, да. И также мы в будущем предложим вебинары, в которых мы можем детально, допустим, налоговую часть, да, почему вообще, какие есть возможности списать квартиру, налоговую часть, или какие есть возможности, инвестируя на свою будущую пенсию, списать со своего налога, грубо говоря, мой налог копит мне на будущую пенсию. Этого тоже есть. Или, допустим, есть с детских денег можно откладывать именно для детей, есть определенная программа, которая позволяет откладывать, это все списывается, но ребенок, но это надо все знать. Да, пишите в комментариях вопросы, как я уже сказал, да, что 10-15 вопросов мы выберем, то есть и их в следующий раз разберем детально. И один раз, как я уже говорил, да, один раз в месяц мы это лайв делаем, то есть это где-то 2-3 часа мы делаем фотреги, то есть именно по конкретным каким-то темам. И точно так же один раз в месяц мы можем делать вебинары, то есть где действительно люди со всей Германии или, так скажем, со всего мира могут, кому интересно, как это в Германии происходит, налогообложение, вклады, кредиты, то есть недвижимость, мы это все будем вещать. Супер.